Влюбишься? Ох, влюбишься! Но в кого же? Давай разбираться вместе. Как всегда, с вами Вика. И давайте смотреть новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Самые стойкие, конечно же, кто досмотрит видео до конца, получат приятный сюрприз. Совет для вас. Ну и кто хочет записаться на личный расклад, телефон под видео. На диагностику негатива также по этому телефону. Итак, мои хорошие, у вас произошли, конечно же, крутые перемены в жизни. Но это были перемены, я бы сказала, что не в лучшую сторону. У кого-то они были давненько, у кого-то сейчас, вот недавние перемены, когда казалось, что, конец жизни. Жизнь остановилась, а все почему? Потому что вы потеряли женщину, которой вы жили, которой вы дышали. Женщина как будто сняла свою маску, да? Долгий период она могла притворяться, она могла быть хорошей актрисой. Мы не будем углубляться, да, то есть то, что вы пережили, очень такой неприятный поворот в своей судьбе, это факт. Я вам скажу, что кто-то из вас до сих пор находится даже, может быть, в конфликтных ситуациях с этой женщиной, несмотря на то, что она на расстоянии. Но поскольку дама довольно такая скандальная, противная, я даже сказала бы, простите за мой французский. Но вот как-то до сих пор вы пытаетесь как будто держать оборону от нее. Это могут быть разные, какие-то нерешенные проблемы. Это могут быть какие-то невыясненные вопросы по детям, может быть, по деньгам, материальным каким-то вещам. То есть, знаете, у меня складывается ощущение, что она до сих пор не дает вам покоя. Вот вроде бы уже все, разошлись пути дорожки, а все равно надо какой-то повод найти, надо как-то вот какую-то гадость сказать, написать, что-то с какой-то претензией появиться. Напишите, ребят, давайте сделаем опрос очередной, я люблю эти опросы, вы знаете. Напишите, есть у вас до сих пор какие-то стычки, может, с бывшей, да, вот какие-то неприятные разговоры. Если нету, то так и пишите нету. И не забывайте, что чем больше комментариев, тем больше продвигается канал. Ну и, конечно, мне приятно всегда читать, о чем вы пишете. Вы человек, который, может быть, такой, знаете, вы тоже бываете как хамелеон в каком-то смысле. Но опять-таки это зависит от ситуации. Вы подстраиваетесь. Если вам выгодно, вы тоже можете одевать некую такую маску, да? В общем-то, это неудивительно, потому что, знаете, ребят, пусть вас это абсолютно даже не смущает и не удивляет, все люди по жизни манипулируют друг другом. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Понятно, что ради своей какой-то выгоды. Но здесь больше у вас какая-то выгода, либо же по работе, по каким-то делам таким, да. Вот с женщинами вы особо не лицемерите, вы не умеете даже это делать. Да, вы можете как-то слегонца сманипулировать, но это не то лицемерие, которое бывает в каких-то корыстных целях. Поэтому вы такой немножечко хамелеончик местами. Далее, вы человек, который порой себя очень сильно накручивает. Вот тоже напишите, ребят. Вот я уверена, что большинство из вас, несмотря на то, что вы мужчины, да, которые, в общем-то, натерпелись в своей жизни, да, каждый по-своему натерпелся, и были периоды, когда было и отчаяние, и опускались руки, когда был тупик, когда не знаешь, куда двигаться, вообще как жить дальше, что делать. Но, тем не менее, вот вы себя любите накручивать по поводу и без повода. Среди вас есть люди, которые могут даже переживать о каких-то еще, не свершившихся событиях, да, вот, к примеру, а вдруг будет это, а вдруг вот так получится. Вот это вот «а вдруг», то есть вы переживаете о событиях, которые еще могут не случиться, но вы уже себя накручиваете. Вот напишите, кто из вас такой, не стесняйтесь.
Это, конечно же, говорит о повышенном уровне тревоги. Это сейчас бывает у многих людей, к сожалению. И неважно, мужчины или женщины, но тем не менее. Просто что, когда вот человек сам себя накручивает на пустом месте часто, а потом сам страдает и находится в стрессе. Ну, а отсюда, конечно же, и бессонница, и проблемы с нервишками, и вспыльчивость, и так далее. Теперь, вы вот как-то связаны то ли по работе, да, вот многие из вас, опять же, говорю многие, потому что я думаю, все из вас нормальные, адекватные люди понимают, что это общий расклад, поэтому, ну, не подходит какой-то момент, ну, ничего страшного. Смотрите, многие из вас работают, ну, то ли в команде, это может быть, я не знаю, у кого-то это отдел, у кого-то это, как они называются, господи, Боже, вылетело слово из головы. Вылетело. Ну, то есть это командная работа, когда вы не один. Это могут быть напарники, это могут быть компаньоны, ну, бригада, да, допустим, если это строительство. Ну, то есть вы поняли, да, что вы не один, вы не сидите там в такой, в темнице сырой, один-одинешенек. Нет. Здесь скорее вот вы с людьми коммуницируете, причем у вас на работе бывают даже иногда стычки, потому что то каждый пытается свою правоту доказать, то каждый пытается, ну, такой, строить из себя, вот я самый умный, вроде как поучать других. Поэтому бывают такие небольшие стычки, даже вот какое-то соперничество, конкуренция какая-то по работе. Даже, кстати, могут быть люди рядом с вами, которые пытаются выслужиться перед начальством, вот показать, что они лучшие. Даже из-за этого могут быть, ну, какие-то не очень приятные моменты. Ну, вот я не вижу особо, чтобы ваше сердечко было занято сейчас. И, между прочим, и неважно даже в каком вы статусе, вот как-то это меня немножечко смущает. Это либо ваше сердце молчит даже в отношениях, но, как правило, это бывает, когда это уже длительные, токсичные отношения. Если, допустим, среди вас есть те, кто только познакомился, но это может говорить о том, что ну, пока вы еще до такой степени не влюбились, да, чтобы прям сердце трепетало. Да, женщина может нравиться, но это пока еще не то пальто. Ну, давайте смотреть же, в кого же вы влюбитесь? Ох, ребятушки, ох, как вы любите себя накручивать. Смотрите, особенно это касается тех, кто сейчас в холостяках. Вот вы даже немножко злитесь, вот злитесь, что не получается, может быть, даже длительный период устроить свою личную жизнь. Но я вам скажу, что в вашу жизнь придет любовь. Придет любовь, причем она будет очень неожиданная, будет очень такая, знаете, даже какая-то таинственная женщина. Женщина-загадка, которую вам очень сильно захочется разгадать. Она будет себя так вести, знаете, вот то ли это будет какое-то кокетство, она будет вам давать такую небольшую надежду с одной стороны, а потом вот как будто убегать. Вот, знаете, это техника ближе-дальше, которая бывает в отношениях и которые многие женщины пытаются воплотить с мужчинами, ну, чтобы мужчина поохотился за ними. Вот она вами тоже заинтересуется. Но вот она такая кокеточка, и чем больше она будет вот так вот, знаете, себя сказочно-загадочно вести, тем больше вы будете на нее подсаживаться, тем больше вы будете в нее влюбляться. Скорее всего, проиграется женщина светловолосая, она может быть ну, такая плюс-минус вашего возраста. То есть, даже если будет разница, то небольшая. Женщина, которая очень искренняя, она очень, знаете, еще такой опознавательный знак, она очень улыбчивая. Она такая всегда
светлая, она жизнерадостная. Вот у нее как будто даже глаза улыбаются. Вас даже будет это немножечко манить, да, вот какой-то такой, ну, лучик света. Вот она настолько открытый человечек, и в то же время она загадочна. И вам захочется все больше и больше ее разгадать. А вы человек такой, знаете, ну, а вы не будете вообще совершать такие импульсивные какие-то действия, поэтому я думаю, вы даже будете продумывать, вот как же лучше с ней сблизиться, как вот лучше даже ту же романтику обставить, чтобы ну вот побыстрее ее захомутать, да, потому что она вроде бы шаг вперед и два назад, вот как кошки-мышки играет. И только не пишите, ребят, пожалуйста, что вот, не буду я ни в какие игры играть. Я еще раз повторяю, вас будет заводить эта игра, потому что женщина вам будет нравиться все больше и больше. И вы просто будете чувствовать, что вы влюбляетесь как мальчишка. Вот как было это там, я не знаю, 17-20 лет. Кого-то, может быть, старше. Вам захочется именно строить с этой женщиной отношения. У вас получится строить с ней отношения, потому что вы по-любому, посмотрите, вот даже на карте у нас показано, она такая жизнерадостная, она такая веселая. Вы даже те, которые сейчас ходят такие грустные, угрюмые такие, вы начнете улыбаться, она научит вас улыбаться снова. Даже те, кто и не планировал. Что самое интересное, с этой женщиной у вас будет одна цель. Одна цель на двоих — быть вместе. Потому что ни вы, ни она не рассматривает каких-то временных отношений. Она специально будет вас поначалу заводить, и я думаю, она потом вам скажет, что она хотела, чтобы вы ее немножко, ну, подобивались, да. Потому что я вам скажу, ребят, по секрету, любой женщине хочется, чтобы мужчина добивался, да. Кто-то скажет, не буду я бегать, я свое отбегал. Но поверьте мне, когда вы влюбитесь, а вы влюбитесь, ох, как вы будете бегать, как зайчики, мои дорогие мальчики. Я уже стихами скоро начну говорить. Мальчики, зайчики, да. Эта женщина, она абсолютно поменяет вашу жизнь. То, что я уже сказала, вы начнете улыбаться. Те, кто уже забыл, может быть, да, что такое радость, веселье. Ну так, живете по накатанной. Особенно, кто сейчас, ну, совсем в таких депрессивных настроениях. Я вам скажу, что это ненадолго. Она покажет вам, как нужно веселиться. Она вам, вот я даже не знаю, как это описать. Вот она вам своим примером, что ли, она покажет, что можно радоваться любой мелочи. Вы раньше таким не были, вы не замечали. А вот она из тех людей, которые будут радоваться тому, что светит солнце, тому, что, там, я не знаю, птички поют, тому, что небо голубое. А мы таким вещам действительно, мы вот в суете, в каких-то проблемах, мы не замечаем. И мы даже не думаем, ну, светит солнце и светит, да? А если так задуматься, а кто-то лежит при смерти, а кто-то, может быть, ослеп, да, кто-то не ходит и не может даже посмотреть на то солнце. Мы даже не задумываемся в суете о таких вот, казалось бы, обыденных вещах, да? И эта женщина научит вас радоваться каждому лучику солнца. Ну и, конечно, радоваться тому, что она есть. Знаете, я бы вам не советовала сразу хвастаться перед своими друзьями, да, потому что, ну, зависть будет дикая. Вот когда вы со временем познакомите ее с друзьями, будет, конечно, дичайшая зависть, что у вас такая женщина, и вы оба сияете, как две лампочки от счастья. Ну, у любого счастливого человека всегда видно на лице, да, просто вот сияют глаза, ты весь светишься, ты летаешь. Появляется какая-то такая легкость в теле. Вы будете, вот знаете, как два подростка, влюбленных подростка. Я так сравниваю, потому что обычно у нас почему-то принято считать, да, что только в 17-20 лет можно так безбашенно влюбиться.
Хотя, ну, все-таки любви все возрасты покорны, и я с этим согласна. Поэтому вот вы будете как два безбашенные подростка. Чудить, вытворять, дурачиться. Вы будете делать, ну, то, что сейчас, я думаю, может быть, даже и не подумаете. То есть это будет такое, знаете, вообще вселенский кайф для двоих. Это будет такая влюбленность, которая, конечно же, перейдет в любовь со временем, но о которой вы сейчас даже не думаете многие, и которые даже не верят, потому что находитесь в мрачном, подавленном состоянии. Кто-то, может быть, опустил руки. Ну вот, о такой женщине вы думали. Вы хотели такую женщину, вы мечтали. Кто-то даже, кстати, из вас, я не удивлюсь, если вы, ну, чуть ли не вымаливаете хорошую женщину, да? Вам ужасно этого хочется. И, между прочим, мальчишки, что я вам скажу? У вас стопроцентный новый жизненный этап идет. И даже проснутся вот какие-то такие рыцарские, романтические черты. Кто-то из вас забыл уже, что такое романтика. Кто-то даже откроет в себе что-то новое, да, и подумаете, ничего себе, я еще и так могу, да. У вас сразу появится фантазия, как там можно, ну, я не знаю, лепестками розу сыпать кровать, как можно там, я не знаю, ужин при свечах, все что угодно. То есть у вас такая фантазия проснется, о которой вы даже сейчас и не задумываетесь. Понимаете? И я реально, я искренне рада, у кого из вас это отыграется. Почувствуете даже себя, может быть, даже чуточку моложе. Потому что когда человек влюблен, ну, у тебя появляется легкость. Ты забываешь про свои болячки. Тебе настолько кайфово, классно на душе, что больше никто и ничто тебе не нужно. Поэтому, ну, что я могу вам пожелать, ребят? Только побыстрее встретить такую женщину. Ну и для самых стойких сейчас посмотрим, какой же совет карт. Так, сейчас минуточку, а то я забыла приготовить новую колоду. Так, посмотрим, что же вам советует Таро. Ну, ребят, ну что я вам могу сказать? Особенно этот совет касается тех, кто может быть с разбитым сердцем, кто переживает, кто не верит в женщину. Появится женщина, которая затмит всех прежних. В вашей жизни появится даже не так, да? Если это совет, то давайте мы немножко переформулируем. Ждите. Ждите в своей жизни новую женщину, которая излечит ваши сердечные раны. Женщина, с которым вы почувствуете себя победителем по жизни во всех отношениях. И женщина, вот даже в совете, с которой вы будете, ну как дети, чувствовать себя. Дурашливые мальчишки просто будете. От счастья и от кайфа. Не упустите такую женщину. Это супер совет, причем женщина на долгое-долгое время. Может быть, даже до самого последнего вздоха. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!